Всем привет! Вы на канале Button IT и с вами Саня. Вот и настало время для традиционного видео с подборкой игр на новую порцию прошивок. На этот раз это 8-я серия. Конечно же, эта подборка никак не связана с ожидаемым взломом, который будет 25 декабря. Это всего лишь совпадение, что тут подборка игр, начиная с 8-й прошивки и заканчивая 8.52. И вообще, я против пиратства и призываю всех своих зрителей использовать только лицензию. Перед вами даты выхода всех прошивок 8 серии и 9.0. На момент записи видео не совсем ясно, что, куда и как, но я думаю, что 9.0 будет в пролете. В лучшем раскладе станут доступны проекты, вышедшие с 14 октября 2020 по 15 сентября 2021. Хотя по факту есть проекты, вышедшие 30 сентября, и они требуют 8.52, потому что ушли на золото еще до выхода 9.0. Если вы вдруг не понимаете, что происходит и где тут логика, то посмотрите этот ролик, а потом возвращайтесь сюда. Ссылочку на это видео я оставлю там в описании. Игры в подборке будут расставлены в порядке возрастания требуемой версии прошивки. 8.0, 8.01, 8.03. Сюда вошли проекты, вышедшие между 14 октября 2020 и 14 апреля 2021. Но, как обычно, есть исключения. Ранее я уже объяснял почему. Окно более полугода. Всего тут 18 игр. По моему мнению, подборка под эти версии наиболее вкусная. Тут есть хорошие представители всех жанров. И наиболее ожидаемые проекты – это Resident Evil Village, Hitman 3, It Take-Two и Biomutant. Подборка на эти версии еще интересна, потому что на 8.0, 8.01 и 8.03 точно все будет, как в свое время было на 7.50, 7.51 и 7.55. Вы сейчас можете поиграть в эти игры, купив лицензионный диск. Только придется обновиться до 8.03. Сюда вошли проекты, вышедшие между 14 апреля 2021 и 22 июня 2021. Окно немного более 2 месяцев, поэтому тут всего 5 игр. Хотя несколько из них действительно интересные и найдут своих игроков. 8.52. Сюда вошли проекты, вышедшие между 22 июня 2021 и 15 сентября 2021. Несмотря на такой малый срок, всего 2,5 месяца, тут больше всего игр. Целых 23. Во многом это связано с тем, что их разработка велась долгое время. Поэтому, например, Стражи Галактики, которые вышли аж 26 октября, все равно требуют 8.52, хотя в этот момент 9.0 была актуальной версией уже 1,5 месяца. Минус этой подборки в патчах и DLC. Большинство из них требует 9.0. Кстати, данные о версиях я брал на сайте Orbis Patches. Там лежат официальные патчи для игр. И есть информация под каждую игру и прошивку, которую она требует. Поэтому вся информация точная. Лишь несколько игр я не смог найти на том сайте. В этом случае исходил с даты выхода. Кстати, в процессе поиска информации заметил, что почти все, что вы видите, выходило также и на PS5. Поэтому, если у вас есть это золото по телевизорам, то можете прямо сейчас войти в PSN и прикупить то, что вам по душе. В совокупности между 8.0 и 8.52 в эту подборку вошли 46 проектов. Полный список игр я оставлю в описании под видео. Также там будут ссылки на предыдущие ролики с подборками игр. Но это не все вкусности. Нам станут доступны новые патчи, которые ранее требовали 8.0 и выше. Больше всего ждут патчи для Киберпанка, Вальхаллы, Watch Dogs и Спайдермена. И еще куча других проектов, в том числе, которые работают на прошивках 7.55 и ниже. И, конечно же, ждут новые DLC. Например, для игры Призрак Цусимы и другим проектам. Их достаточно много. Ну и не стоит забывать тех, кто уже сейчас на 8-й версии прошивок. А еще, дорогой зритель, я знаю, что ты смотришь мои ролики. Вот статистика. Но почему ты не подписываешься? Прошу тебя, красная кнопочка внизу. Подпишись.
По сути, это ваша подборка, дорогие зрители. Игры взяты из ваших комментариев во вкладке сообщества. Эти проекты вами наиболее ожидаемы. Ну и я от себя добавил несколько игр, которые, по моему мнению, достойны вашего внимания. Конечно, я рекомендовал эти игры только к покупке в официальном магазине. Вкусы у всех разные, и я наверняка что-то упустил. Перед вами сайт, на котором можно увидеть список игр под разные версии прошивок. Причем всех регионов, и в том числе DLC. И даже найти какую-то конкретную. Тут нет ссылок на скачивание, здесь лишь информация. Ссылку на этот сайт я оставлю в описании. Большое спасибо, Алекс, за поддержку. Тебе тоже удачи, дружище. Также спасибо Григорию за прямой донат. И огромное спасибо за поддержку подписчикам на Патреоне. Вот мой инстаграм. Я его использую для связи и отвечаю там на сообщения. Ссылки на донаты и Patreon будут в описании. И как всегда, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.